Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Уже можно сказать давно на официальном сайте игры выходила статья про снаряды в игре World of Tanks Heat. Сегодня в этом видео я разберу каждый снаряд, расскажу все особенности понятным языком, с примерами, чтобы каждый из вас мог понять, как каждый снаряд работает. Также обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой же самый лучший снаряд в этой игре. А теперь к теме видео. Начнем, наверное, с самого непопулярного и самого бесполезного снаряда. Это картечь. На данный момент используется в игре очень мало где. Это вообще механика какая-то непонятная. Я еще во время второго альфа-теста говорил, что это просто бред. Давать танку механику огнестрельного оружия. Что вот есть дробовики, например, в шутерах, которые стреляют дробью или картечью. Это по сути то же самое, только в нашей игре это танк, а не огнестрельное оружие. И, соответственно, по аналогии, как и с огнестрельным оружием, с дробовиком, у этого снаряда очень маленькая дистанция стрельбы. Чтобы эффективно стрелять этим снарядом, вам нужно приехать чуть ли не в клинч. Потому что у этого снаряда сильно снижается урон и пробитие с расстоянием. Поэтому только в упоре. Даже на маленьких дистанциях его использовать вообще нет смысла. И то даже в упоре в большинстве случаев вы будете либо очень плохо пробивать, либо будете пробивать некоторые танки только в заднюю часть корпуса, либо башню. Про стрельбу в борт или тем более в лоб можете забыть. Но если вы все-таки сможете пробить, то сможете нанести огромный урон. И также вот особенность этих снарядов: у картечи, у единственной в этой игре, нет критов. Что если вы все-таки пробьете в модуль, конечно, чаще всего это будет, скорее всего, происходить в двигатель, потому что в жопу корпуса пробить будет легче некоторые танки, то вы не сможете нанести повышенный урон, потому что они не критуют. Снаряд максимально бесполезный. На некоторых танках он в виде способности используется. Например, на Шеридане. Я пробовал играть с картечью, и, как я говорил, даже в заднюю часть корпуса в упоре пробить будет не так уж и просто. Или на некоторых танках можно изменить основной снаряд на картечь. Например, на М60А1. Что, конечно же, я делать не советую. Теперь посмотрим на примере, как он работает. Разберем картечный снаряд на примере Шеридана. На этом танке картечный снаряд используется по первой способности. И как вы видите, я могу пробивать технику только в упор, только в жопу. В жопу корпуса и башни. И вот при пробитии я наношу очень большой урон. И вот если я сейчас начну отъезжать назад, пробитие будет резко падать. Сейчас вы это увидите. Вот как вы видите, пробитие очень сильно падает. И на таком расстоянии я уже пробить не могу. И даже на таком расстоянии вероятность пробить очень маленькая. И по сути эффективная дальность бронепробития картечи это вот это. Тут примерно 30-35 метров. Дальше 30 метров с картечи стрелять нет смысла. И тем более можно еще и не попасть. Потому что, как вы видите, точность тут плохая. Видите, он какой разброс идет. Так что можно еще и не попасть, если с более большого расстояния стрелять. И если хоть какой-то будет шанс на пробитие. И как вы могли тоже видеть, я пробил в двигатель, но повышенного урона не было, потому что, как я говорил ранее, картечь не критует. Следующий снаряд осколочно-фугасный. Можно сказать, такой же бесполезный снаряд, как и картечь. Он, конечно, более эффективный, но тоже является бесполезным. Когда я прокачивал ФВ-4030, я очень сильно настрадался, играя на фугасах, пока не открыл бронебойные снаряды. Какие особенности у этого снаряда? У него скорость полета очень низкая, и он имеет реалистичную баллистику, что вам нужно рассчитывать упреждения не только по горизонтали, но еще и по вертикали. Из-за чего попадать на очень большие расстояния будет очень сложно. Если вы, конечно, будете постоянно на фугасах играть, на некоторых танках, на которых они есть, вы рано или поздно и будете нормально попадать. Но так вот сходу взять и попасть через всю карту у вас не получится. Также у фугасов снижается бронепробитие с расстоянием, но урон остается одинаковый всегда. При непробитии осколочно-фугасные снаряды наносят гарантированный урон, а также сплэша могут повредить соседние танки и модули. У фугасов также плохое бронепробитие, что получится так, что большинство танков вы ими пробивать не будете. Когда я прокачивал того же Челленджера, единственный танк, которого я чаще всего пробивал, это
X10 в борт, когда я пытался его пробить в двигатель. Ну или когда вы столкнетесь с Брэдли, вы его в триплекс сможете пробить. А так в большинстве случаев вы никого пробивать не будете. Это вот самые частые примеры, кого вы сможете пробить. Остальные танки будут пробиваться очень плохо и очень-очень редко. Но если вы все-таки сможете пробить, у осколочно-фугасного снаряда большой урон, но плохие множители критического урона. Что если вы нанесете урон по модулю, он будет не сильно отличаться, если вы просто, например, пробьете. Также фугасы не глубоко проникают в танк, что может получиться так, то что если вы даже стреляете в правильное место и пробить смогли все-таки, урона по модулю не будет, потому что снаряд просто до него не дошел и не нанес ему урон. Как по мне, фугасные снаряды в игре не нужны. Это, по сути, можно сказать, пивной геймплей, потому что не нужно знать, куда пробивать, какие места. И если вы будете играть на фугасах, вы стабильно много урона наносить не сможете. Поэтому, если на каких танках есть возможность поменять осколочно-фугасный снаряд на какой-нибудь другой, лучше поменяйте. Любой другой снаряд, конечно же, кроме картечи, будет лучше осколочно-фугасного. Сейчас на примере танка М60А2 рассмотрим работу осколочно-фугасного снаряда в нашей игре. Как вы можете видеть, бронепробитие у осколочно-фугасного снаряда очень плохое. То даже и на картечи у Шеридана пробитие было чуть выше, чем здесь. Вот видите, тут где-то желтым горит. Где-то вот вообще в пиксель можно все-таки хоть чуть-чуть пробить, но в основном везде все красное. Попробуем пробить вот сюда. Вот пробитие произошло, я попал куда нужно. Как вы уже знаете, у осколочно-фугасного снаряда падает бронепробитие с расстоянием. Сейчас я отъеду еще дальше, и вы увидите, как это происходит. Вот я доехал очень далеко, и как вы видите, где раньше показывало желтым, сейчас уже показывает везде красным. Что вот сюда вот была возможность пробить, теперь, как видите, нет. Осталась возможность пробить только вот сюда. И то там очень маленькие пиксели, туда очень сложно будет попасть. Также, как вы помните, у фугасов реалистичная баллистика. Поэтому, чтобы мне попасть сюда, мне нужно пушку вот так вот приподнимать. И то, видишь, я вот не докинул. Как я говорил, нужно к этой баллистике привыкать. То вот так вот нужно поднимать пушку, чтобы хоть хотя бы в танк попасть. А вот в этот вот пиксель попасть будет практически нереально с такого расстояния. И как я говорил, если есть возможность сменить снаряд на какой-то другой, меняйте. У данного танка можно сменить снаряд на кумулятив. У Челленджера на бронебойный. Поэтому лучше играйте на нормальных снарядах. Фугасные снаряды в этой игре ебище. Переходим к следующему снаряду. Следующий снаряд бронебойный. Самый распространенный снаряд в этой игре. Имеет высокий урон и высокое бронепробитие. Также у него высокая скорость полета снаряда. Наверное, можно сказать, лучшая скорость полета снаряда в игре. У бронебойного снаряда снижается урон и бронепробитие с расстоянием. Насколько сильно снижается, опять же, это зависит от класса техники. Например, на защитниках бронепробитие урона очень сильно снижается с расстоянием. А на том же Леопарде, например, наоборот, практически не снижается с расстоянием. Что на нем можно эффективно стрелять через всю карту. Что зависит все от баланса класса. Кстати, про это я тоже говорил, я считаю, что это плохо. Потому что на любом танке должна быть возможность стрелять через всю карту. Потому что бывают определенные ситуации, когда вам нужно нанести урон, но вы это сделать не можете. Бронебойные снаряды глубоко пробивают броню и имеют хорошие множители критического урона. Что если вы пробьете, вы по модулю хороший урон нанесете. И больше вероятность того, что вы вообще по модулю попадете, потому что он все-таки глубоко в танк проходит. Теперь переходим к примеру, как это работает в бою. Как работает бронебойный снаряд, мы разберем на примере танка XM1F. Вот я сейчас стою на том месте, где я прямо появился. В принципе, отсюда можно это все показать, как что работает. Вот здесь я могу спокойно стоять и пробивать. У меня будет хватать как и пробития, так и урон будет нормальный более-менее. На таком расстоянии. А вот если я решу пострелять вот дальше, например, на 155 метров, у меня уже бронепробитие и урон будут понижены. Потому что у данного танка эффективная дальность стрельбы чуть больше 90 метров. Точно не помню, но где-то 92 метра. Или 94. Примерно вот столько. А тут вот 155. И как вы можете видеть, ну сейчас, конечно, не совсем объективно, потому что через экран был пробит. Вот как вы видите, урона чуть меньше. Потому что расстояние больше. И сейчас я отъеду в дальний конец карты и постреляю вот по вот этим танкам. И вы увидите, насколько сильно падает урон с расстояния. Потому что расстояние будет еще больше, чем вот до сюда.
Вот я отъехал в самый конец карты. Примерное расстояние 470-480 метров до вот этого танка. И сейчас попробуем по нему пострелять. Как вы видите, урон стал очень низкий. На эффективной дистанции стрельбы урон был где-то около 900. Теперь вот, как вы видите, урон 200-300. Бронепробитие тоже очень сильно падает на таком расстоянии. Я просто стреляю в заднюю часть башни, поэтому я его пробиваю. А если вот пострелять в борт, я могу вот и не пробить. Видишь, я через экраны не могу его пробить, потому что слишком низкое бронепробитие на таком расстоянии. Как вот я и говорил, я считаю, что это, баланса. Потому что даже на таком расстоянии я на любом танке должен хоть кого-то пробивать и наносить урон. Потому что бывает в боях ситуации, когда по тебе, например, леопард стреляет откуда-то с большого расстояния, и он тебя убивает, а ты ему сделать ничего не можешь. Я вот специально взял тяжелый танк, чтобы показать вам, насколько сильно бронепробитие и урон падает с расстоянием. Переходим к следующему снаряду. Следующий снаряд бронебойно-фугасный. На данный момент используется в игре на очень маленьком количестве танков. Бронебойно-фугасный снаряд — это, можно сказать, смесь бронебойного и осколочно-фугасного снаряда. У бронебойно-фугасного снаряда снижается бронепробитие с расстоянием, но урон остается всегда одинаковым. Имеет хорошее бронепробитие и небольшой гарантированный урон. Как я говорил, это смесь бронебойного и осколочно-фугасного, что если вы не пробиваете, вы нанесете чуть-чуть урона. Так же, как у осколочно-фугасного снаряда, у бронебойно-фугасного широкий, но не глубокий конус поражения и плохие множители критического урона. Также наносит урон по модулям и сплэшам. Как работает бронебойно-фугасный снаряд, разберем опять на примере Шеридана, потому что ЛВТ у меня не прокачан. А на Шеридане бронебойно-фугасный снаряд он уже в стоке дается. Как вы помните, у бронебойно-фугасного снаряда бронепробитие с расстоянием уменьшается, а урон остается такой же. Также есть гарантированный урон и сплэш. Вот я сейчас в упоре наношу вот столько урона. Если я не пробью танк, то, как вы видите, я наношу ему гарантированный дамаг. Как фугасом, только тут он, конечно, будет меньше. Потому что, как я до этого говорил, бронебойно-фугасный снаряд — это смесь бронебойного и фугасного. И теперь отъезжаем в самый конец карты и смотрим, как сильно поменяются показатели бронепробития. Как вы видите, урон остался такой же, потому что по механике игры урон не падает с расстоянием у данного снаряда. Но пробить в борт... Как вы видите, я его пробить не могу. Я наношу гарантированный урон. Но если я подъеду поближе, я его пробить смогу. Вот вы можете видеть, как уже меняется цвет. И здесь я его уже спокойно пробиваю. Думаю, вам теперь понятно, как работает механика бронебойно-фугасного снаряда, и переходим к следующему. Бронебойно-фугасный снаряд автопушек работает практически по такой же механике, как и обычный бронебойно-фугасный снаряд. У него падает бронепробитие с расстоянием, но в отличие от обычного снаряда, у него высокий урон, но пробой хуже. Что этот бронебойно-фугасный снаряд используется только на танках с автопушками. Ну или на том же пулемете Абрамса. Бронебойно-фугасный снаряд автопушек мы рассмотрим на примере Брэдли. Вот как вы видите, на эффективной дистанции я все нормально пробиваю в борта. В лоб, конечно, с данного снаряда будет пробить очень тяжело, потому что тут низкое бронепробитие. Тут, возможно, кстати, даже карты не хватит, чтобы не отъехать максимально далеко, чтобы я не пробивал его. Вот я отъехал в самый конец, и сейчас посмотрим, как что поменяло. Ну тут мы можем только заметить, то что через экраны я пробить не могу и наношу гарантированный урон. И только после того, как я ломаю экран, я могу уже нормально пробивать. Что полноценное падение урона я здесь показать не могу, потому что все-таки Брэдли — это снайперский танк. И у него показатели совсем другие, чем на других снарядах. Можно сказать, мы уже подходим к самому топу, и сейчас у нас будет 3 самых лучших, самых эффективных снаряда в игре. И топ-3 снаряда игры — это осколочно-фугасные ракеты. У осколочно-фугасных ракет
ракет урон и бронепробитие не снижается с расстояниями, имеют средние показатели бронепробития и отлично сбивают гусеницы. Но скорость полета очень низкая. Что можно сказать, ракеты это самые медленные снаряды в игре. Почему я считаю, что осколочно-фугасные ракеты одни из самых лучших снарядов игры? Как минимум, вы можете и руками ими управлять. И если танк как-то двигается, вы можете выцеливать. А также у них не падает бронепробитие, в отличие от обычных фугасов. Что у вас все-таки вероятность пробить какой-нибудь картон выше, чем на обычных фугасах. Особенно на большой дистанции. Тем более у осколочно-фугасных ракет бронепробитие выше, чем у обычных фугасов. Поэтому если привыкнуть к этим ракетам, на них можно нормально настреливать урон. Такие ракеты есть на Мардере. Все равно они будут дамажить хуже, конечно, чем кумулятивные ракеты. Но лучше, чем обычные фугасы. Так же, как обычные фугасы, у них есть сплэш, и вы можете повредить сразу несколько танков. Что за все время, сколько я играл, у меня один раз было, что я даже 3 танка продамажил фугасной ракетой, потому что они рядом стояли. Как работают осколочно-фугасные ракеты, посмотрим на Мардере. Тут можно даже в упор не подъезжать, можно с любого расстояния стрелять, потому что у них не падает бронепробитие и урон, как уже до этого было сказано. Можно стрелять с любого расстояния, и всегда будет урон одинаковый, и пробитие тоже. Я вон даже могу в какой-то пиксель вон попасть, пробить, попытаться был. Вот здесь. Вот даже получилось туда попасть. Поскольку в этой игре идеальная точность. И у осколочно-фугасных ракет есть сплэш. Если 2 танка будет стоять рядом, можно будет продамажить 2 или более танка, смотря сколько там рядом будет стоять. Как игл у меня было максимум 3. Если я вот стрельну в землю, сейчас посмотрим, получится ли мне так сделать или нет. Вот как вы видите, сплэша хватило, и я 2 танка продамажил. Что иногда даже есть смысл стрелять в землю, если вы видите несколько танков рядом, а не стрелять в сам танк, чтобы продамажить сразу несколько. И топ-2 снаряд в нашей игре — это кумулятивный. Почему же я считаю, что кумулятивный снаряд один из самых лучших в игре? У кумулятивного снаряда не снижается урон и бронепробитие с расстоянием. И вот здесь вот самое ключевое. То, что не снижается бронепробитие с расстоянием. Вы можете через всю карту стрелять с танка, у которого есть кумулятивные снаряды, эффективно. И именно из-за этого кумулятивный снаряд и кумулятивные ракеты, к которым мы перейдем позже, самые лучшие снаряды в этой игре. Что вы можете давать урон в любой ситуации. Как в упоре, так и через всю карту на 500 и больше метров, сколько там у нас карты по длине, я точно не помню. Также у кумулятивных снарядов лучшие показатели пробития в игре, но скорость полета средняя. Скорость полета выше, чем у ракеты фугасов, но медленнее, чем у бронебойных. Также у кумулятивного снаряда самый высокий множитель урона по модулям, особенно по боеукладке. Поэтому на кумулятиве важно по БК стрелять, чтобы наносить больше урона. И также они глубоко пробивают броню и могут доставать до модулей так сильно, что остальные снаряды так не могут. Что стреляя в лоб башен некоторых танков, можно достать до БК. У меня у самого как-то было на стриме. Я играл на Брэдли, на кумулятивных ракетах. И я стрелял в Абрамса в лоб, и просто через всю башню урон прошел и дошел до БК. Я хотел, кстати, шортс по этой теме сделать. Но не знаю, на момент выхода этого видео, выпустил я или не выпустил. Наверное, выпустил. Если я выпустил этот шортс, подсказка у вас будет в правом углу, можете зайти посмотреть. Я сам охренел от такого. У меня никогда такого не было. Я кумулятивами и кумулятивными ракетами пробивал того же Леопарда в БК в лоб башни, АМХ 10, но чтобы Абрамса пробить, такого у меня не было ни разу. Это было первый раз вообще за всю историю игры моей в эту игру. Кумулятивные снаряды рассмотрим на примере АМХ 10. В упор также на них стрелять нет смысла, как я говорил до этого. У них не падает бронепробитие, самое главное, и урон. Из-за чего на кумулятивных снарядах настреливать с больших расстояний очень хорошо. Главное вам привыкнуть к скорости полета, потому что они летят медленнее, чем бронебойные снаряды. Если вы привыкнете, вы будете жестко настреливать. Вот как вы видели, скорость полета такая не очень быстрая. Прям видно, как снаряд летит. И, кстати, в этой игре есть такая особенность. В отличие от старых танков, через экраны здесь вы будете практически всегда пробивать кумулятивами, потому что в этой игре очень большие бронепробития вообще. Поэтому у вас будет бронепробитие пробить через экран. Урон, конечно, будет пониженный, потому что экран забирает часть урона. Ну и бронепробитие он тоже, конечно, забирает, но вам все равно хватит бронепробития, чтобы пробить. И поэтому, неважно, есть экран, нет экрана, вы будете всегда нормально пробивать. Но все равно желательно стрелять не через экраны, чтобы наносить сразу нормальный урон, как вот сюда, например. Вот я нанес 1000 с чем-то урона. А если я стрельну с экраном, как вы видите, 478. Можно сказать, половину урона забрал экран.
Поэтому все равно лучше стараться стрелять по модулям и стараться выцеливать те места, где нет экранов. Но, как я говорил до этого, кумулятивный снаряд — это самый лучший снаряд в игре, как и кумулятивные ракеты, которые мы чуть позже разберем. Потому что с больших расстояний вы также можете нормально и эффективно наносить урон и не быть бесполезным. И теперь переходим к лучшему снаряду игры, по моему мнению. Это кумулятивные ракеты. Они, можно сказать, работают по тем же правилам, что и кумулятивные снаряды, но в отличие от обычных кумулятивов, у них повышенный урон. И очень низкая скорость полета снаряда, потому что это все-таки ракеты. Что, как я сказал до этого, снаряды на кумулятивной основе — это вот обычные кумулятивные снаряды и кумулятивные ракеты, самые лучшие в этой игре. И самое главное, из-за чего они имбовые, это из-за того, что у них не падает пробитие с расстоянием, и вы можете наносить урон в любой ситуации. И кумулятивные ракеты мы рассмотрим также на примере Брэдли, как и бронебойно-фугасные снаряды автопушки. Я уже отъехал далеко, тут в принципе без разницы, на какое расстояние отъезжать, как я уже сегодня говорил. Снаряды на кумулятивной основе не теряют бронепробитие и урон с расстоянием, поэтому что я вплотную буду стрелять в упоре, что буду стрелять на большом расстоянии, урон будет всегда одинаковый. Как вы видите, скорость полета маленькая, и я могу управлять снарядом вручную. Вот я стреляю, я могу управлять, в какую сторону он полетит. Правда, есть такой нюанс. Я попробую вам тоже здесь это показать как-нибудь. Если вы пытаетесь навестись на цель, и он заезжает за укрытие, то у вас снаряд может потерять управление. Сейчас я вам попытаюсь показать, как это происходит. Короче, я попробую показать вот здесь. Только мне самому придется за укрытие заезжать, чтобы сымитировать такую вот ситуацию. Вот я стреляю. Видите, ракета потеряла управление и полетела в другую сторону. И, кстати, с помощью такой механики можно наносить урон противнику, если он находится за углом. Конечно же, сейчас я это показать не могу, и даже если я буду как-то специально это в бою делать, такое может не получиться. Такое обычно получается само собой. Что ты, когда ведешь противника, он заезжает за укрытие, у тебя прицел попадает тоже на укрытие, и ракета резко заворачивает за угол. Это происходит обычно само собой. Специально такое повторить будет очень тяжело. Но такая механика есть, и с помощью такой механики можно тоже давать урон. И вот я в этом видео рассказал про все снаряды, какие снаряды работают. Я надеюсь, было все понятно. Я пытался рассказать более понятно, чем это было написано на сайте. Или для тех, кто вообще не читал статью. А на этом видео буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно поставьте лайки и пишите комментарии для продвижения этого видео. Также на мой телеграм подписывайтесь с новостями. Всем до скорого и всем пока.